Ух, красиво, но жутко. Падают из-за чего? Из-за неаккуратности? Любимая, я взял ипотеку, и 15 июня открытие будет здесь дискотека, как мне сказали. Больше всего я ненавижу песок. Всем привет! Сегодня мы решили записать, как нам кажется, довольно интересное видео. Мы относимся к путешествиям как к работе, во всяком случае пытаемся. Однажды мы бросили все, завели видеоблог, и теперь наша работа – это хобби, а хобби – это работа. Многие называют нас бездельниками и говорят: какая работа, о чем вы просто живете в свое удовольствие. И сегодня мы покажем один обычный день из нашей жизни в путешествии, один наш рабочий день. И пусть каждый сам решит, можно ли считать блог работы или нет. Приятного просмотра! Ну вот 5 утра, пора вставать. Умываемся и чистим зубки. Пока Платон спит, есть возможность с утра поработать. Ни одно утро не обходится без чашечки растворимого кофе. Ноутбук у нас один, поэтому работаем за ним по очереди. Каждая минута тратится на что-то полезное. Вот Кирилл сейчас разбирает технику и выясняет, что там с креплением для планшета. Время 8, просыпается Элька. Мы доделываем видео, а Платон пока еще спит. Ну вот и Платоша у нас проснулся. 8 утра, Платон. Пора вставать, да? Да. Ну что, пора выходить на улицу? Да. А папа у нас возвращается с традиционной утренней прогулки. Прибираемся и собираем кровать. Готовим завтрак. Быстренько завтракаем. Ну и, конечно, не забываем про собаку. Не ежедневная, но довольно частая процедура мытья головы. Ну и, конечно, обязательные процедуры чистки зубов после еды, благодаря чему зубки у нас здоровые. Продолжаем наводить красоту. Весь мусор со стоянки обязательно увозим. Быстро собираемся И пойдем. и поехали. Воды. 9:30, и мы выезжаем. Сейчас в районе Бахчисарая едем на Чуфут-Кале. Довольно узко. Ух, красиво, но жутко. Второй пошел. Снимаем с дрона, работаем. Без этого никуда. Решение изменить свою жизнь, бросить работу, отправиться путешествовать и начать вести свой блог было больше эмоциональным, нежели рациональным. Вот уже год, как мы находимся в свободном плавании. Да, доход даже сейчас составляет 20% от того, что было у нас раньше. Но моменты, когда ты можешь взять чашечку кофе, сесть с любимой семьей перед невероятным видом и остановить, пусть даже всего на минуту, мгновение,
стоит того. Падают из-за чего? Из-за неаккуратности? Неаккуратности, да. То есть лучше всего, если хотите посмотреть, то лучше лечь. Я, допустим, Ребят, вот вы вот пожарники, вот сделали бы ограждение. Ну так поинтересовался, как вообще, как жизнь, как работа. Ну вот 5 лет работает уже спасателем. Зарплата 18 тысяч рублей. С учетом того, что цены в Крыму ого-го, и на жилье, и на продукты. Два взрослых. Ребенок бесплатно. Карты можно? Нет. Только наличка. 400 рублей с вас, пожалуйста. По средневековому городу Чуфут-Кале. Ну и, конечно, любая прогулка сопровождается съемками. Любимая, я взял ипотеку и приобрел замечательную пещерку. С Платоном на шее, в принципе, несложно ходить, если прохладно, ветерочек. Но когда жарко, душно, это, конечно, выматывает хорошо. Ну вот, время 12:30, мы закончили гулять по Чуфут-Кале. Сейчас перекусим и двинемся дальше. Собака, видимо, расстроилась, что мы ее не взяли. Но, к сожалению, нельзя ее было брать. И съела наше печенье. Ради экономии временем перекусываем в дороге. В подъезде к Бахчисараю Платоном была замечена детская площадка. А это означает лишь одно, что срочно все должны все бросить и остановиться. Но нам как раз нужен интернет, чтобы выложить очередной ролик. Поэтому останавливаемся. Ну а я, воспользовавшись образовавшейся паузой, приступаю к монтажу следующего ролика. Каждая минута на счету. Кстати, признак качественных карт — это наличие дополнительной информации. Именно так мы нашли на картах и в программе Осмонд родник, в котором пополнили запасы воды. А мы выезжаем из Бахчисарая и едем в сторону Евпатории. Сначала хотели заехать в Ханский дворец, мы там с Кириллом уже были. Но, честно говоря, пока для себя не очень поняли, нужно ли это подписчикам, интересно ли смотреть какие-то зарисовки из музеев. Время 2, Платошка заснул, у нас продолжает выгружаться видео. В конце мая в Крыму, ну и в начале июня, невероятно вкусная и достаточно недорогая клубника. Когда мы въезжали пару недель, пару, 3 недели назад, она была там в районе 300 рублей за килограмм. Ну, правда, это было еще в стороне Керчи. А основное клубничное место в Крыму — это как раз район Бахчисарая. И здесь мы вот уже купили клубнику по 115 рублей за килограмм. Ух, сейчас наедимся. Кстати, очень часто нас спрашивают, какими вы картами, какой навигацией вы пользуетесь. И раз уж выдалась такая минутка, пока мы едем по трассе, Платон сзади спит, попробую немножко рассказать. Обычно точки я сохраняю на ноуте в Google картах, а потом перед поездкой экспортирую их и заношу в Android приложение Osmond. Чем это приложение, лично мне нравится?
Дело в том, что, во-первых, оффлайновские карты, то есть мы скачиваем их дома и, независимо от наличия интернета, без проблем путешествуем. При этом он вполне отлично прокладывает маршруты и ведет навигацию, даже в режиме оффлайн. Ну и второй момент, это, конечно, наличие информации. Родники, колодцы, все достопримечательности, все самые там глухие, неглухие, лесные дорожки. Все это есть. Это, конечно, очень удобно. Я вспоминаю, как мы путешествовали раньше, да, у меня там был Navitel какой-то, еще что-то. Так это была просто боль. Ну в городах, естественно, все-таки мы предпочитаем Яндекс.Навигатор. Ну, дело в том, что он, наверное, ну, как мне кажется, лучше показывает информацию о пробках, о загруженности движения. Ну вот. А как только выезжаем из города, пользуемся Осмондом. Внизу на всякий случай оставлю ссылочки на Google Play и Apple Store, чтобы вы могли скачать это приложение, если вдруг кому-то требуется нормальная навигация с нормальными картами. Время 4. Мы остановились на заправочке. Кто-то попросил мороженое. А Кирилл готовит к видеопубликации. По дороге оно уже загрузилось. Время 5 часов. И вот мы закончили только подготовку и публикацию видео. Нужно было сделать картиночку, написать описание, там обработать немножко фоток. Ну вот мы и выпустили 3-ю серию. Немножко волнуемся, потому что она в каком-то необычном для нас формате. Поэтому, если смотрели, тоже в комментариях напишите, как вам вообще понравилось, не понравилось. А мы подъезжаем к Евпатории. Время 5:30. Сейчас заскочим в магазинчик и будем искать где-нибудь пляжик для ночевки. Кирилл возвращается из магазина продуктов. Ничего не забыл? Да, вроде нет. Так, всяких вкусняшек. Подъезжаем к легендарной, но уже несуществующей республике Казантип. Ну, сказали мне, что сейчас идет ремонт полным ходом. И 15 июня открытие будет здесь дискотека, как мне сказали. Диджеи должны приехать. Вот мы приехали, как скажет Платошка, на море. Мы на финальной точке сегодняшнего дня. Время на самом деле почти 7 часов. Пробег у нас какой-то копеечный, там может быть километров 130. Но все равно остановились здесь, остановились там, помонтировали видео, выложили видео. Сейчас устроим себе небольшой ужин и будем продолжать работать. Вон там вот республика Казантип. Но, честно говоря, такой сильный ветер, что не знаю, получится ли поднять дроны или нет. Пожалуй, единственная вещь, которая может отвлечь Платона от родителей, это беговел. Больше всего я ненавижу песок. Ну, именно в путешествиях на машине. Готовим быстренький ужин. Жареные пельмени. Приятного аппетита, Платон. Ты проголодался, да? Да. Даже нет сил дождаться папу, который никак не может оторваться от ноутбука. Кирилл, хватит читать комментарии. Время уже 9 часов. Мы с Платошкой играем. Кирилл готовит уже следующий ролик. Время уже 10 часов. Потихоньку разбираем кровать, ложимся. Сейчас мама почитает Платошке сказку. Да? Нет. Про дядю Федора? Нет. Про Анфиску? Да. Ну вот. Потихонечку укладываемся, и я думаю, часиков в 11 мы, как обычно, засыпаем. Встаем мы рано, да, если вы помните, 5 часов. Ну вот, поэтому и ложимся не позже 11. Простыню мешала.
Она незаметно ножку высунет, сделает плям по клавишам и ножку снова. Мы попытались заснять и рассказать о том, как проходит наш обычный день. Понятно, что бывают исключения, и иногда мы можем целый день практически ехать. Иногда, наоборот, мы никуда не едем и стоим на месте. Но это больше исключение. То есть обычный, типовой, блогерский, туристический, путешественнический день проходит вот именно вот так вот. Не знаю, насколько удалось передать атмосферу, обстановку, но мы старались. Возможно, кто-то посмотрит и подумает: я так и думал, бездельники. Кто-то скажет: блин, ничего себе, а я думал, что на самом деле это халява, блогерская жизнь, а на самом деле нет. Кто-то посмотрит и скажет: о, я тоже так хочу. А кто-то задумается и решит: да ну его нафиг, пойду я обратно к себе на работу, а ребята пусть снимают ролики, буду их смотреть с семьей по вечерам. Также хочу заметить, что на самом деле вот сейчас мы записываем эти ролики, записываем эти нарезки, эти видео, и вроде как они даются относительно несложно. Но на самом деле больше года мы шли к этому. Первые ролики мы записывали, скрипя сердцем, потому что они выглядели отвратительно, и монтировали мы ужасно. Ну, кто-то скажет, что и сейчас все то же самое, но мы сами немножко видим какой-то прогресс. Я не мог сказать банально 2 слов вместе. Я помню, как я записывал фразу: «Всем привет, с вами проект «Вместе далеко». И сегодня мы вам расскажем там о том, что мы запланировали. Дубля, наверное, с 10-го, а то и больше. Ничего не получалось. Слова не клеились, что-то не складывалось. Сейчас как-то гораздо проще. Хотя тоже на самом деле мы видим, что есть к чему стремиться, к чему идти дальше. Раз затронули эту тему, то напишите в комментариях, как вы вообще относитесь к видеоблогерам. Считаете ли вы это работой или это так, развлекушка? Хотели бы вы стать блогером? Наверное, это все, что я хотел сказать. Поэтому, если вам понравилось, подписывайтесь, лайкайте, следите за нами. А мы дальше будем продолжать рассказывать о наших путешествиях, о нашей жизни и о том, как это все происходит. Всем пока, до скорой встречи. С вами туристическо-развлекательно-познавательно-бездельнический проект «Вместе далеко». Не знаю, насколько удалось передать атмосферу, обстановку, но мы старались. Плохо что-то, да? Давай заново перемотай. А кто-то задумается и решит: Ну и раз мы затронули вообще эту тему. Плохо. Там была раз это такая тема, раз затронули эту тему. Нет, подписывайтесь. А мы дальше будем продолжать рассказывать о наших путешествиях, о нашей жизни, о том, как у нас все это случилось, о том, как это все у нас происходит, и о том, как это все происходит. Устранили, ушли, уехали и все. Все. Не сопротивляться. Нет, все-таки пляжный отдых немножко не наше. У нас любви и так хватает, поэтому обойдемся. Она ест либо сама себя, либо какую-то другую змею. На улице реально дубак. Платош, ты как папа? Прибираешься с утра? Блин, он просто огромный. Даже как-то страшно стоять под ним.